Привет, с вами Алена, и сегодня у нас вот такие вот вкусняшки. Ну, погодите падать в обмороки, сейчас все начну рассказывать и показывать. Вот, кстати говоря, вторая ножка. Пришла вот такая вот клиентка, причем пришла она от одной моей очень хорошей знакомой из Москвы, от Лены Песчинки, если кто знает, могу даже отметить ее аккаунт, она очень крутой подолог. И вот звонит мне, значит, Лена и говорит, надо срочно взять клиентку, вот она пишет, говорит, из Казани, давайте берите, у нее там анихогрифоз. Я говорю, окей, я говорю, давай ей мой номер телефона, в общем, мы с этой клиенткой списываемся, созваниваемся, назначаем с ней время процедуры, я помню, это было в 13 часов дня, то есть на следующий же день я нашла ей окошко уже у своей Елены. Кстати говоря, за работой, как всегда, мастер Елена. Сейчас будет расчлененка. Ну так вот, не отвлекаемся, сейчас рассказываю историю. Клиентка говорит, я очень... О, Господи. Да, вот такое вот бывает. Но это запущенный случай, это было давно. Клиентка, в общем, звонит и говорит, я очень боюсь, мне страшно, я не знаю, там, как мне собраться на такую процедуру, я жутко стесняюсь вообще, я довела до себя такое состояние, я ее успокаиваю, уговариваю, давайте, приходите, не переживайте, я говорю, мы поможем, будем с вами, я говорю, все сделаем, все проблемы решаем, и т.д. и т.п. Ну, наступает утро следующего дня, она начинается с того, что она пишет мне сообщение, что она сегодня не придет, перенесите меня на завтра в это же время, мне нужно собраться. А я понимаю, что на завтра в это же время мы ее не можем взять, потому что, у нас же расписание, и окно было, по счастливой случайности. Я тут же ей перезваниваю, я говорю, давайте, я говорю, не будем пороть горячку, я говорю, давайте приходите, не переживайте, я говорю, мы вас успокоим, я говорю, сделаем все осторожно, я говорю, самое главное, это не будет больно, она потому что переживала, что это капец как больно, и ей страшно. Я говорю, больно не будет, я говорю, это то же самое, как постричь ноготь. И вот на этом я ее уговорила, и она наконец-то приходит, она бедненькая, еле как забралась на это кресло, не то чтобы она физически не может, она нормально все с ней, просто она боялась и не знала прям как, с чего начать, и 10 раз извинилась, и вся застеснялась, и как же мне так же, я вот прям не знаю, вот я так себя запустила, до такого довела, но мне было страшно, то есть она пыталась как-то себя оправдать, и я могу ее понять в этой ситуации, действительно, люди думают, что это что-то вот просто ужас последний, там, не знаю, какое страшное, затягивают, не идут к специалисту, там, к хирургу она боится, ее от слова хирург вообще трясет, еле как вот она к мастеру педикюра собралась. И еще раз повторяю, я говорила это неоднократно, но хочу сказать еще раз. Во-первых, не надо писать «фу», потому что человек с этой болью жил, он с этой болью ходил. Вы можете себе представить вообще, каково одевать обувь вообще в таком состоянии? То есть я даже не представляю. Кстати говоря, вот сейчас у нас Елена производит забор материала на анализ, потому что мы сотрудничаем с лабораторией инвитро. Они нам предоставляют все вот эти вот баночки, скляночки, да, всю эту атрибутику, забыла, слово, как всегда. В общем, они нам все предоставляют, у нас с ними официальный договор, и потом приезжает курьер, и мы делаем полноценные анализы. Вот так вот мы даже прошли у них инструктаж на правильный забор ногтя, потому что мы понимаем, что клиент, когда ты говоришь ему, что вам нужно пойти в лабораторию, сдать анализ, они не доходят. Они или боятся, или забывают, пускают на самотек, и в итоге потом ты не знаешь, что делать с этим человеком. Поэтому мы первые в нашем городе Казани, точно знаю, заключили такой договор и будем работать по этой схеме, потому что я считаю, что это идеально. То есть мы убрали лишние действия, телодвижения клиента, и им не нужно никуда идти, мы все делаем на месте. Естественно, с их согласия, да, мы предупреждаем, объясняем, сколько это стоит, сколько стоит забор, сколько стоит анализ и так далее. Мы ей на анализ тоже забрали, дальше посмотрим. Это анихогрифоз. Кто не знает, пожалуйста, загуглите, что такое, значит, анихогрифоз. Это не смертельно, вообще сейчас все эти заболевания лечатся, все эти проблемы решаются. И, конечно, судя по состоянию кожи, да, видно, что есть проблемы с кровообращением, с венами, и тут нужно, если я ничего не путаю, специалист называется флеболог. Если я что-то попутала, поправьте меня, не кидайте тухлыми яйцами. В общем, мы ей все это дело зачистили, пока поставили коррекционную систему, будем ждать, будем смотреть динамику. Динамика будет еще, как не скоро, то есть потребуется какое-то время, будем наблюдать. Также будем ожидать анализа и посещения флеболога. В общем, мораль сей басни какова? Такова она, что, пожалуйста, не пугайте клиентов, не запугивайте людей, постарайтесь объяснить, что это не страшно, что это решаемо, и что, например, даже если вы это снимаете на видео, как я просто объясняю, что есть люди, которые точно так же боятся, и им это видео поможет, потому что они придут и будут знать, что вот эта ситуация будет разрешена, и им будет намного легче. Конечно же, теперь она совершенно спокойно оденет обувь. А с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч. Жду ваших комментариев.